Вяжем классическую волну. Этот узор предполагает раппорт в 20 петель и плюс 3 кромочных. Соответственно, мы для образца наберем с вами цепочку из воздушных петель на 2 раппорта, то есть 40 петель и плюс еще 3 кромочных. Итого набираем 43 петли. Вот у нас цепочка готова. Поворачиваем ее на изнаночную сторону и видим здесь вот такие поперечные петли. Начиная с 4, 1, 2, 3, начинаем вязать столбик с накидом. Далее в каждую из следующих петель провязываем по одному столбику, пока их не наберется 7 штук. То есть вот этот первый провязанный мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков. Дальше в следующую петлю вводим, делаем накид, вводим крючок, вытягиваем нить, протягиваем через 2 и на этом моменте останавливаемся, снова делаем накид, в следующую петлю вводим крючок, вытягиваем нить, протягиваем через 2 и вот у нас на крючке 3 петли, протягиваем нить через все 3. Мы связали с вами 2 столбика с накидом с общей вершиной. Повторим фокус еще раз. Накид, вводим крючок в следующую петлю, вытянули нить, протянули через 2. Снова накид, ввели в петлю, вытянули нить, протянули через 2 и теперь через оставшиеся 3 петли. Вот мы сделали 2 таких снопика. Теперь вяжем снова 7 столбиков с накидом. 7 столбиков с накидом, как вы понимаете, это длина ребра волны. Она может быть на самом деле любой. Вы можете сделать ее меньше, тогда волна будет почаще, либо наоборот подлиннее, тогда волна будет плавнее. Вы можете сделать ребра разной длины, тогда это будет похоже на такие вот всплески. Но сначала все-таки давайте освоим базовые приемы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь мы должны спустить волну. Здесь мы ее подняли, здесь мы должны ее спустить. Для этого мы в следующую петлю провяжем 1 столбик и туда же 2 столбик. И также поступим со следующей петлей. Провяжем туда 2 столбика с накидом. Таким образом у нас волна начинает спускаться. Здесь она поднималась, теперь начинает спускаться. Еще 7 столбиков вяжем. Теперь снова 2 снопа. Один сноп. Второй сноп. И снова 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И если мы с вами все правильно посчитали, то должна остаться одна петля. Вот она. В нее мы провязываем 2 столбика, чтобы у нас левый край был идентичен правому. Помните, мы правый край начали с воздушных петель, по сути, да, мы провязали с вами в 4-ю петлю от крючка столбик, и у нас получилось, как будто здесь 2 столбика вот связаны. И вот в последнюю петлю мы тоже связали 2 столбика. Давайте посмотрим, что получилось. Вот такая у нас волна. То есть вот у нас подъем, вот у нас спуск. Давайте теперь перейдем на следующий ряд.
Набираем 2 воздушных петли, поворачиваем вязание. В основании вот этого первого столбика вяжем столбик с накидом. Дальше в каждый столбик по одному 7 раз, то есть 7 столбиков. Можно вязать за обе дольки, можно только за заднюю или даже за переднюю. Мы свяжем за обе. Если вы будете вязать только за заднюю или только за переднюю, получится такой рельефный край каждой волны. Так, 3. Провязали 7 столбиков. Теперь провязываем 2 наших снопика. 1, 2 столбика с общей вершиной. 2. Снова 7 столбиков, по одному в каждую петлю. Затем в каждую из 2 петель по 2 столбика. 1. И во вторую петлю тоже 2 столбика. Снова 7 петель. 7 столбиков с накидом. Снова 2 снопика. 1, 2 и заключительные 7 столбиков. Вот 7 столбик провязали. Не забудьте, что нам нужно в последний еще провязать 2 столбика. Кажется, что здесь последнего столбика нет, но на самом деле это вот верхушка воздушных петель, и в нее нам нужно провязать еще 2 столбика с накидом. Вот так. Вот это вот изнаночная сторона. Так вот выглядит. Снова 2 петли воздушных, поворачиваем вязание. Здесь можно перейти на другой цвет, или можно вязать однотонную волну. Но дальше действуем абсолютно одинаково. Снова в основание столбика вяжем еще 1 столбик. Дальше 7 столбиков. Здесь опять 2 снопика. Снова 7 столбиков. Если вы будете менять цвет, то меняется он, как обычно, в конце ряда при провязывании последнего столбика. Просто не довязывается столбик и протягивается через него нить другого цвета. 7 провязали. В следующую петлю вяжем 2 столбика. И в следующую за ней еще 2 столбика. Теперь снова спускаемся вниз. Снова вяжем 7 столбиков. Четыре, 5, 6, 7. Снова 2 снопика. 1, 2. И заключительные 7 столбиков опять же проконтролируйте в конце. Не забудьте провязать 2 столбика в последнюю петлю. 3, 4, 5, 6, 7. Опять видите, кажется, что ее нет. На самом деле
вот сюда, в верхушку, нужно провязать еще 2 столбика, чтобы левые края и правые края были симметричны. Так. Вот такая вот волна получается. Повторюсь, здесь 2 раппорта. То есть вот раппорт и вот раппорт. Здесь 43 петли, 2 раппорта, каждый раппорт по 20 петель, плюс 3 кромочных. То есть если вы будете менять цвет в каждом ряду, то у вас четко будет, можно менять в каждом ряду, можно менять в каждом втором ряду, тогда будет просто толще ваша волна. Можно делать однотонный, но иногда пускать отдельные полоски определенного цвета. В общем, экспериментируйте, приятного вам вязания.